Отцы-основатели были очень мудрыми людьми. Джунро – это очень сложная тема. Сейчас это читать не надо. Это лишняя информация. Дистанция Гякудзуки имеет более низкий потенциал. То есть без психологии, без нервно-мышечной деятельности все последующее не имеет никакого смысла. И это показывают и японские мастера в том числе. В нашем случае это будет бросок с добиванием, решающее действие. Все. Тема семинара «Ката Хиян Шодан. Скрытые смыслы». Само по себе название Хиян – это два иероглифа в переводе на русский язык, которые означают «мир» и «покой». Когда мы разберем Хиян Ни Дан, тогда появится законный вопрос, должен появиться законный вопрос у вас, почему отец-основатель нашей школы Гичен Фунакоши поменял местами первый и второй Хиян. То есть изначально это были ката серии Пинан, Пинан Шодан, Пинан Нидан, и они были, вот так как они в Шитурю, так они изначально должны были бы быть. Но О-сенсей, так правильно говорить про Фунакоши, поменял. Почему? Вот вы потом сможете этот вопрос задать мне, сами себе. По поводу того, что я вам отвечу, я скажу вам свое личное мнение, потому что, к сожалению, он уже там, он не расскажет нам, что он думал изначально, поэтому мы можем только догадываться и предполагать. Теперь, значит, что нас интересует? Вот эта вот вся правая часть, тут много всего написано, вы уже туда перескочили, читаете этот текст глазами максимально. Сейчас это читать не надо, это лишняя информация. Нам повезло, что вот такая большая поверхность для записей, поэтому я сразу сюда все написал. Вот, поэтому мы сейчас смотрим столбик 1, столбик 2, столбик 3. Они обозначены вот стрелочками, то, что нас интересует. И начинаем двигаться, в какой культуре это я не знаю, но мы двигаемся справа налево. Не слева направо, а справа налево. С третьего столбика 5 стадий развития конфликта. Те, кто был на предыдущих семинарах, вы уже это все слышали, пробовали в ката в Джунро реализовывать, но Джунро – это очень сложная тема, которая начинается по школе с 5-го Q и дальше там по уровню вверх. Мы сейчас делаем, это не шаг назад, ни в коем случае, за счет того, что у нас будет вторая тренировка, и мы попробуем поработать в тройках. В Джунро мы таким образом не работали. Работа в тройках раскроет для вас определенные уровни, и вы поймете, что отцы-основатели были очень мудрыми людьми, когда это все планировали, и как непросто изучать Хиян Шодан, как в этом разбираться. Значит, первая стадия – реагирование, вторая стадия – ответ, третья стадия – перехват инициативы, четвертая – борьба за доминирование, пятая – решающее действие. Значит, когда мы будем сейчас разбирать второй столбик и первый, соответственно, мне хотелось бы, чтобы вы сразу соотносили то, что написано здесь, вот здесь. Когда я показываю указкой вот сюда, вы сразу перебегаете глазами сюда, сопоставляете. Когда я показываю здесь, сопоставляете, и те, кто был на предыдущих семинарах, и здесь присутствующих схему Хиян Шодан знают все, в голове должна быть какая-то картинка, и вы должны как-то там что-то понимать, как оно в психологии пересекается. То есть без психологии, без нервно-мышечной деятельности, то есть без понимания того, как вы испугались, как вы среагировали, как вы пытаетесь выйти из сложившейся для вас неожиданной ситуации, все последующее не имеет никакого смысла. Если вы это привязываете к своей психологии, к своей тренированности, ко всему остальному, то оно как-то складывается и развивается. Теперь, вот эти все 3 столбика объединяются вот в эти 3 вопроса, которые должны были бы у вас появиться при изучении ката Хиян Шодан. Что скрывается за ойдзуки? Это самый простой вопрос, он настолько животрепещущий, что люди, которые занимаются какими-то другими системами единоборств, будь то борьба, бокс, там, тайквондо, капоэйра, все что угодно, любые названия, которые вы знаете, там армейский рукопашный бой и так далее, у всех вопрос.
где в уличной ситуации реально ходят люди и делают шаг, и кого-то пытаются там стукать. Это нереально, это неправдоподобно, это нереалистично. Поэтому какой вывод? Это все сказка, ее нужно забыть, никакой эффективности она не дает, тренироваться не будем. До свидания. Вопрос задал? Вы его думаете, в конце мы находим на него ответ. Дальше. Как заставить двигаться оппонента? Как заставить двигаться оппонента? Вы знаете уже, кто-то, кто вот по уровню по своему дошел до Окури кумите, до Каеши кумите, до Дзюипон кумите форм, что когда мы начинаем двигаться в Дзюипон кумите, то принципиальная вещь какая? Оба начинают двигаться навстречу друг другу, и нигде нельзя останавливаться. Нигде нельзя останавливаться. То есть первый вариант ответа на вот этот вопрос: вы, подходя с определенным внутренним состоянием агрессии, или к вам, когда человек подходит с внутренним состоянием агрессии, вот это сближение должно заставлять вас двигаться. Причем движения могут быть как ногами, так и руками. С руками вообще все очень просто. Сдаемся, и все, и вы сдались, и все, движение на этом закончилось. Но если вы не сдаетесь, ситуация решается по-другому. Теперь, применительно к поединку, где оба уже не в привязке к кота, а вообще к поединку. Да, мы имеем вот такую схему, но иногда страшно пойти вперед. И это не является какой-то проблемой. Это просто нужно признать. И когда нам страшно, то мы пытаемся ситуацию решить. Как? Говоря русским языком, обхитрить, объегорить, облапошить, надуть, развести, кинуть. И в конечном итоге, спровоцировав некое ложное действие, решить свое действие, выполнить в тот момент, когда спортсмен, соперник открыл вам нужную зону, поскользнулся, упал, и сделать свое решающее действие. Согласны? Согласны. Общий момент для всех, независимо от того, рост, уровень подготовки, половая принадлежность, неважно, является что? Заход за спину. Как только вы начинаете двигаться за спину, человек, который стоит перед вами, хочет он того или нет, он начинает поворачивать туда голову. Вот если я стою здесь, и кто-то начинает двигаться туда, у меня хватает периферического зрения, чтобы, не разворачиваясь двигательно, а просто глазами контролировать ситуацию вот с этого направления аж вот туда. Но если угол перешел вот сюда, я уже не могу туда смотреть глазами. Мне нужно как минимум повернуть голову, потом повернуть тело и так далее, и так далее, и так далее. Вот на вот этой идее захода за спину построено большинство тактических и стратегических решений не только в ката, во всех видах кумите. То есть если мы хотим сделать соперника менее сильным, менее страшным и так далее, нам лучше посмотреть на него со спины. Ну и, соответственно, заставить его сначала увидеть нас, а потом что-то делать дальше. Теперь, третий вопрос. Чем заканчивается бункай? Уровень понимания. Я хотел написать осознанности, но понимание в данном случае касается более широкого круга людей, потому что на уровень осознанности выходят где-то там в районе черного пояса, и то не все. Поэтому уровень понимания. Мы можем начинать отрабатывать бункай как варианты кихон иппон кумите, что мы сегодня будем делать. Мы можем начинать отрабатывать бункай как варианты акури кумите. Вспоминаем, когда появляется акури кумите. И если мы отрабатываем бункай как кихон иппон кумите, то это могут делать все, но зная схему ката и зная, что такое кихон иппон кумите, многие вещи будут вызывать вопросы, они не будут раскрыты. Мы сегодня попытаемся с этим разобраться. Это раз. И второе. Кихон иппон кумите – это такая искусственная модель в системе, которая позволяет стартануть в систему, если так можно сказать. То есть надо же с чего-то начинать. Поэтому нам нужна простая, понятная форма, которая пересекается с базовым кихоном, с базовыми упражнениями по... Самая страшная вещь. Что такое кумите?
Супер. Хоть кто-то досказал. Кумите – это взаимодействие, то есть мы взаимодействуем. И на основе этого взаимодействия мы потом перейдем к разработке вот этого всего, пока вы это не читаете. Теперь, общая такая вводная есть, переходим к конкретной теме. Очевидное – это что такое? Это кота, которые мы делаем сами. А вот это то кота, которое делает некий представитель рода человеческого по отношению к нам. Вы задумывались о вот этих вот движениях когда-нибудь? Смех меня душит. Ну, как-то вот что-то каждый день, да. Так вот, смотрите, очевидное. Гидан-барай, сокращенно, гиакудзуки. Но в кота вместо гиакудзуки идет ойдзуки. Что такое ойдзуки с точки зрения, прежде всего, биомеханики? С точки зрения работы торса, что предполагает ойдзуки? Вытягивание, то есть мы включаем таким образом большее количество ротационных мышц в движение. Соответственно, за счет этого мы, не обладая большой мышечной массой, имеем некий старт за счет скручивания, раскручивания корпуса для реализации следующих потенциальных моментов попадания, разрыва и всего остального. Что такое в данном случае гиакудзуки? Это уже момент неких возвратных действий, некоего хикиты и вопрос дистанции. Дистанция ойдзуки, она имеет потенциал, дистанция гиакудзуки имеет более низкий потенциал. Согласны? Согласны. Теперь, самое главное, вы же помним, да? Гидан-барай, гиакудзуки. Это в данном случае реагирование. То есть мы не рассматриваем сейчас, что вот это является началом, срединой и финишем конфликта. Это только начало. Это первое оскорбительное слово в наш адрес. И начальный уровень агрессии. Мы не знаем, какую. Это может быть моя гиря на сверхзвуковой скорости. Но это будет начальная скорость для того, кто на нас напал. Это базовый уровень. Поэтому мы таким-то образом отреагировали. Дальше. Гидан-барай, хайвануки, гиакудзуки. В кота есть, мы сегодня это разберем, два варианта действий. И это показывают и японские мастера в том числе. Освобождение от захвата не имеет названия хайвануки. Хайвануки – это блок предплечьем, который мы выполняем. Вот когда мы сейчас с вами начнем в парах это делать, вы сами примете для себя решение о уровне понимания тех, кто выполняет освобождение от захвата, и уровне желания направить людей по какому-то пути, не будем называть это направление каким-то словом, которые исповедуют вот эту вот версию. Дальше там вернемся к этому ко всему. Значит, хайвануки, гиакудзуки. Здесь майгери, гиакудзуки. То есть мы к начальному уровню агрессии добавляем увеличение силы. Но это же логично, да? То есть когда кокос с пальмы не падает, то что нужно делать? Трясти сильнее. Если он не падает все равно, то нужно трясти еще сильнее. Это психология. Любой человек, если гвоздь не забивается с первого раза, второй удар молотком будет делать сильнее, чем первый. Ну, правильно? Такое впечатление, что вот у вас у всех был другой жизненный опыт. Если дверь не открывается, то вы, наверное, звонили другу или там прикладывали плечо, чтобы ее открыть. Но решение вопроса идет через силу всегда. Следующий уровень. Я специально написал «сбив ладонью», хотя в кота это идет гидан-барай. И мы будем работать сейчас, вы поймете, почему в таком варианте. Потому что везде работает схема «уступая, наступай». И с увеличением скорости у нас не будет времени выводить технику. У нас не будет техники. Нам главное отскочить. Поэтому здесь у нас
сбив ладонью. Дальше. Захват. Это что такое? Это то агиуки. Я специально в одно слово не расписывал здесь агиуки и все остальное. То есть агиуки, которые мы выполняем на левую, правую сторону, это симметрия, но мы должны научиться хватать как в эту сторону, так и в эту сторону. Поэтому это глобально, и, собственно, блок, и последующее действие, которое заканчивается кэнсэй, это захват. Поэтому сбив, захват и переход на болевой прием. Возвращаемся вот сюда. Кто-то из маленьких детей верит, что он ломает руку. И это правильно. Пусть верит, что он ее ломает. Вдруг повезет. Вдруг повезет. Такое бывает. Но на самом деле это будет просто болевой акцент, выполненный чуть выше локтевого сустава. И на движении в противоход чуть-чуть человек, которого здесь подобьют, он потеряет потенциал движения вперед. И его чуть-чуть приподнимет вот в этом направлении. И нам больше ничего не нужно, по большому счету. Но если ребенок верит в эту вот гиперболу, что он ломает руку, потом ходит и размахивает оставшуюся половину кота, то я думаю, что даже если бы там было 2 нападающих, то второй нападающий уже бы к этому не пошел. То есть на этом ситуация бы закончилась сразу. То есть вот с этой вот штукой это все. Поэтому здесь у нас увеличение скорости и маэгери ойдзуки. Понимаете, что ойдзуки, оно же будет с точки зрения амплитуды, оно будет медленнее, чем гиакудзуки. Правильно? Правильно. Но скорость будет расти за счет чего? За счет того, что мы после ноги впрыгиваем туда дальше. Вот за счет этого сближения тела будет расти и сама по себе скорость. И это у нас уже что будет? То есть, попробовав на начальном уровне агрессии с нами что-то сделать, ничего не получилось. Увеличив силу, ничего не получилось. Срабатывает тема увеличения скорости. Мы переходим сюда в надежде, что вот эту инициативу после этого мы заберем. Дальше. Вращение. Это что такое в кота? После первого киай мы делаем поворот. Все схему помним? Или сейчас включим, будем смотреть компьютер? Помним. Вращение. Снова у нас там идет хайвануки, гиданбарай, гиакудзуки, плюс гиакудзуки, гиакудзуки. Вот эта тема не очевидна вовсе. Но мы ее сегодня разберем на этой тренировке. Я даже забыл ее обозначить, сейчас я ее обозначу. Хотя она в графе очевидная, но она для вас не очевидна. Бам. Вот мы это обозначим. И здесь маэгери плюс 3 знака вопроса. Это что такое? Берем психологию. Человек попробовал на своем уровне мироздания дать нам, грубо говоря, под зад. Не сработало. Он добавил силы, чтобы реализовать свои амбиции. Не сработало. Он добавил вот этому еще и скорость, и оно не сработало. И что мы ожидаем тогда от человека, который агрессор, который на нас агрессивно наступает? Что он должен сделать? Он взвинчивает тему внутренней агрессии еще там куда-то, и что он выкинет для нас, если его спросить, он даже сам не знает. Он туда просто летит, чтобы что-то сделать. И мы реально этого всего боимся. И тут вот этот момент с вращением, он раскрывает многие смыслы, как перехватить инициативу вот здесь, в борьбе за доминирование. Это уже борьба за доминирование идет. То есть если мы здесь выдерживаем, то дальше ситуация наша. Если мы не выдерживаем, то от нас мало чего остается. Момент вот того, что будет показано здесь по бункай, он встречается впервые в разделе Каеши Кумите, когда мы на атаку двигаемся вперед и уходим в сторону. Ну, кто изучал, понимают, о чем я сейчас говорю. И на этом же принципе основаны вещи там в Акури Кумите и во всем остальном, когда мы приближаемся и куда-то уходим. Есть. Дальше.
Мы привыкли говорить в нашей русской традиции шуто-уки, но по-японски правильно сюто. Уки, сюто-уки. 4 последних сюто-уки – это прием, опять же, по координации левая, правая сторона, состоящий из 2 движений, то есть не из 4, а всего из 2. Понятно, да? И здесь, когда здесь ничего не получилось, вот этот всплеск ойдзуки в нашу сторону, ну не может же человек сказать, что все, вот, я сдаюсь. Вот так начал, вот весело, задорно, и просто вот теперь делай со мной что хочешь. Нет. То есть еще вялотекущая некая войнушка продолжается. Здесь раскрывается тема о том, что нам нужно как заставить двигаться куда? Куда мы идем? Мы уходим за спину, то есть мы вообще проваливаем его в его каком-то там порыве страсти, и в его случае это затухание, исчерпающее атакующий потенциал. Ну и в нашем случае это будет бросок с добиванием, решающее действие, все. И вот здесь чем заканчивается бункай? Уровень понимания. Значит, некая часть, это вот 2 таких, даже 3 момента, которые по тому варианту бункай, который мы будем разбирать, немножко отличаются от того, что делают на планете Земля. Опять же, это все от понимания. Первое – это освобождение от захвата, мы проговорили. Второй момент – это вот это вращение, про которое мы проговорили. И третий момент – это вот это шуто, и сюто, которое мы сейчас проговорили. Мы будем делать это с уходом наружу. 90% объясняющих и ведущих нас в каком-то направлении показывают, как мы уходим вовнутрь, и потом из этой внутри лезем на второе шуто и отрубаем голову. Ну вот люди, которые знакомы с медициной, понимают, что даже если по голове неумелый человек маханет условным мечом или топором, то далеко не всегда эта голова будет отрублена в один удар. Да? И у самураев в японской культуре, когда человек делал себе сиппуку, стоял ассистент за спиной и отрубал голову, для того, чтобы самурай никогда лицом не упал в грязь. Вот, то есть такая там традиция и культурная, там, это там огромные философские мотивы, мы не будем туда нырять, но даже там не всегда это получалось. Поэтому рукой отрубить голову, наверное, можно. Ну, я не знаю, наверное, можно. Вот Аяма-сенсей быкам рога отрубал руками. Ну, наверное, и голову бы отрубил, если бы бык был поменьше, не знаю. Вот, но вот такая тема. Теперь, мы вот это все проговорили. Есть ли у вас к этому вопросы? Вопросов нет. Супер. Теперь финишная тема того, что мы должны сделать. Подходим сюда. Это то, что мы делали сколько-то лет назад. Оно разобрано. Кто смотрел на YouTube-канале, тот смотрел. Тут все очень быстро, динамично. Ну, не очень известные для вас люди. Вот это то, что вы должны будете сегодня сделать через полчаса тренировки. Там нет скорости. Так. Взбодрились? Взбодрились. Все, переходим к стандартному построению. Ич.
Нет. Впервые вы будете кричать на Гидан-Барай. Даже на Хайва руки, вторая рука, она уже здесь.